Когда я только начал изучать тему резонансов, я никак не мог понять, где резонанс, кто резонанс, когда резонанс. Но теперь, более-менее разобравшись в этой теме, хочу снять видео для начинающих, тех, кто так же, как и я, только начал разбираться в этой теме. Давайте возьмем обычную однослойную катушку, прицепим к ней параллельно конденсатор и таким образом сделаем LC параллельный контур. И настроим этот контур на произвольно выбранную нами частоту. Пусть это будет 50 кГц. Для начала нам нужно измерить индуктивность катушки. Возьмем наш LCR метр и замеряем индуктивность. — 83 микрогенри на частоте 1 кГц и 53 микрогенри на частоте 10 кГц. Так как мы будем настраиваться на частоту 50 кГц, возьмем второе значение, так как оно ближе к нашей частоте. Открываем наш резонансный калькулятор и вводим туда параметры. Данная клавиша показывает, что мы будем искать: частоту, индуктивность или емкость. Введем необходимые параметры: частоту в килогерцах, а индуктивность в микрогенри. Видим, для данного контура с данной частотой необходима емкость в 191 нанофарад. Так как таких номиналов нету, зато есть 200 нанофарад. Давайте пересчитаем, какая получится частота с данным конденсатором. Почти 49 кГц. Но это теоретический, приблизительный расчет. На практике частота, конечно же, будет отличаться. Давайте представим себе некоторый кусок проводника. Это наша катушка. Четвертьволновой резонанс — это такой резонанс, когда одна четверть полного периода умещается во всю длину проводника. Но для лучшей наглядности давайте нарисуем несколько периодов. Так вот, когда мы находимся в максимальной точке резонанса, подающая волна, дойдя до конца проводника, отражаясь, идет в точности по той же самой траектории, что и подающая. Таким образом, подающая волна слаживается с отраженной волной. Но если мы находимся не в максимальной точке, а в какой-то гармонике, то отраженная волна не совпадает. И у нас получается вот такая картина. Надо понимать, что когда отраженная волна доходит до начала проводника, она не затухает. Она проделывает еще несколько колебаний туда-обратно. И таким образом у нас получается вот такая вот картина. Вот этот вот момент разные осциллографы показывают по-разному. Видим, что нижний осциллограф показывает несовпадение подающего и отраженного сигнала в виде такого вертикального биения. Верхний же осциллограф показывает множество подающих и отраженных лучей. Что
Что означают данные биения? Видим, что частота, которую показывает наш осциллограф, 48 кГц, хотя с генератора мы подаем 6 кГц. Это значит, что наш контур по отношению к генератору работает в какой-то гармонике. Давайте посчитаем. Наш контур по отношению к генератору работает на 8-й гармонике. Давайте возьмем какую-нибудь другую частоту. Вот, к примеру, генератор показывает 11,5 кГц, осциллограф показывает, что контур резонит на 80,5 кГц. Давайте посчитаем. Видим, наш контур резонирует на 7-й гармонике. Как узнать, что мы пересекли границу первой гармоники? Ну, во-первых, на этом осциллографе у нас прекратятся биения, а на верхнем осциллографе все линии совпадут в одну. Также сейчас частота на осциллографе и на генераторе отличаются. Когда же мы пересечем границу первой гармоники, частоты будут одинаковыми. Приближаемся к первой гармонике. Видим, биение начинает замедляться. Частота на осциллографе 110 кГц, на генераторе 22. Повышаем частоту. Биения прекратились. Частота на осциллографе 24,3 кГц, на генераторе 24,3. На верхнем осциллографе еще есть расхождение линий. Повышаем дальше частоту. Видим, проскакивает еще линия. Вот, приблизительно на частоте 25 кГц мы пересекли границу первой гармоники. Но точка нашего максимального резонанса на частоте 50 кГц. Таким образом мы видим, что диапазон первой гармоники очень широкий.
Когда мы переходим в точку максимального резонанса, видим, амплитуда начинает снижаться. Во время настройки на видео было видно, что диапазон каждой гармоники очень широкий. К примеру, третья гармоника от 15 до 25 кГц, вплоть до границы первой гармоники. Пятая гармоника от 10 до 15 кГц. Шестая от 1 до 10 кГц, где-то там еще есть седьмая. Так как же нам найти конкретную точку в какой-либо гармонике, точку максимального резонанса в этой гармонике? Все очень просто. Зная точку максимального резонанса первой гармоники, в нашем случае это 50 кГц, мы можем вычислить точку каждой гармоники. Давайте посчитаем седьмую гармонику. 7,14 кГц. Давайте найдем эту частоту. Вот, приблизительно где-то здесь. Видно, как волна останавливается, перестает бежать влево и вправо. Вообще, седьмая гармоника очень неустойчивая. Гораздо устойчивее пятая и третья. Давайте теперь найдем пятую гармонику. Здесь проще. 50 разделим на 5, 10 кГц. Частота 9,5 кГц, видим биение 9,9 кГц. Волна бежит вправо. Ровно 10 кГц. Остановилась. Десять и 1. Волна побежала влево. Поднимаемся выше, видим также биение. Опускаемся, 10,1, биение, ровно 10, волна остановилась. Это точка максимального резонанса пятой гармоники. Также видим, осциллограф показывает частоту биения 50 кГц, с генератора мы подаем 10 кГц. То есть мы бьем контур в 10 кГц, а он резонит на своей частоте первой гармоники в 50 кГц. Давайте теперь найдем точку резонанса третьей гармоники. 50 разделим на 3. Получаем 16,66 кГц. Где-то приблизительно вот тут. 16 кГц, 720 Гц.
Частота на осциллографе 50,16 кГц, на генераторе 16720. Давайте посчитаем. Ровно третья гармоника. На верхнем осциллографе хорошо видно, что все волны, подающие отраженные, находятся в фазе, хоть и не совпадают между собой. Есть также некоторые волны в противофазе,